Добрый день, дорогие друзья, с вами стажер. Хочу вам сегодня рассказать про мои эмоции, про впечатления, про все, что произошло в весеннем сплите, поделиться, так сказать, э, всем и дать какой-то фидбэк того, чтобы вы знали, что происходит, что, возможно, будет дальше, и остальные варианты. С чего хотел бы начать, тогда с начала года мы поменяли игрока на позиции стрелка Мираклана Винсента, мы поменяли организацию, мы поменяли тренера. В целом я бы хотел, наверное, сказать, что я очень доволен на самом деле всеми изменениями из тех, что были, потому что М19 это, наверное, лучшая организация из тех, в которых я был до к нынешнему моменту. Э, Они отличаются заботой об игроках, они отличаются серьезным отношением, выполнением обязательств и обещаний, поэтому М19 в нынешний момент это просто one love и все такое. Соответственно, на тему Винсента и Бориса я также считаю, что они проделали огромную работу и а, являются крайне положительными персонажами в жизни команды и в том, как они на нее влияли. Винсент, который успел вовремя подстроиться, несмотря на все давление и так далее. Борис, который исправил очень много скрытых косяков нашего коллектива уже к нынешнему моменту, хотя, может быть, это, так сказать, сразу и не видно. Дальше. Э, Затрону, так сказать, регулярку, затрону перформанс. В принципе, об этом уже было от меня много фидбэка, много и так далее. К началу года я подошел в совершенно плохой форме не с точки зрения СЛК, с точки зрения, наверное, настроя, того, что я не успел отдохнуть, того, что у меня не было возможности как-то резетнуться и сделать, так сказать, рука устала. Э, Сделать все необходимое для того, чтобы быть в оптимальной форме, успеть подготовить всех персонажей, привет, Иверн, и все такое. Соответственно, начало сплита было крайне нестабильным, у нас было целое поражение, где, ну, я залил соляры против джастов на Иверне, там, 0,8 вроде я бегал, то есть все это было крайне тяжело, и несмотря на то, что вот это вот проблемы, так сказать, регулярки я преодолел как раз-таки ближе к середине, к концу этого регулярного сезона, все равно это на меня лично оставило отпечаток, потому что такого со мной раньше не случалось. Соответственно, на тему остального плей-оффов. Я на самом деле, несмотря на то, что все очень расстроены и как бы пост там в группе АТР на тему того, что короли не правят вечно, я бы хотел в первую очередь отдать должное Virtus.pro, потому что их тренерский штаб, их стратегия, их игроки, они все заслуживают уважения, и тот факт, что мы им проиграли, это не только что-то постыдное или плохое для нас, это еще и большая, кропотливая, проделанная работа этой команды, которую нельзя просто отрицать и которую нужно уважать в этом плане. Соответственно, им большой респект, в частности, как бы их тренерскому штабу и игроку на топ-лейне Докси, Криоксу, моему оппоненту, который показал хороший, очень хороший перформанс и так далее. Значит, на тему, соответственно, почему мы проиграли, лично я вижу много всяких разных вариантов того, что люди говорят. Лично я в себе вставлю в вину очень сильно перформанс в пятой игре, где я немного испортил, ну не немного, я вообще испортил команде раннюю стадию игры, и для меня это крайне неприятная, наверное, тема. То есть мне тяжело осознавать, что я мог сделать так, чтобы наш коллектив сыграл намного лучше, и вот в таком важном моменте не доиграл. Или в четвертой игре, где с точки зрения макро в одном моменте я очень не доиграл, как шотколлер, как капитан и так далее. Соответственно, вот эти вот две игры, четвертая и пятая, на мой взгляд, они очень во многом лежат на мне. Даже там кто бы что ни говорил, даже если там по-разному выглядят ошибки или с точки зрения зрителя одно, изнутри команды я лично вижу это по-другому, из-за чего как бы мне неприятно осознавать, что я мог сделать достаточно лучше, чтобы плохих событий, которые происходили, не произошло, но я не справился в этом плане. Соответственно, что будет дальше? Ну, понятное дело, что то, что произошло, это большой пинок для нас. Опа. Так вот, и, соответственно,
нужно с этим справляться, идти как-то дальше, нужно развиваться и отыгрывать более высококачественную игру. Соответственно, что еще тут добавить? Что понятно, что видно много ошибок, что есть вещи, которые мы не изменили, что есть вещи, которые, так сказать, нужно менять, нужно исправлять, что ошибки, которые были сделаны, что они тяжелые и фундамент. Но мне кажется, что за этот сезон вот с одной стороны где-то мы, так сказать, упали, или я, например, в какой-то, может быть, роли упал, потому что там не переиграл там на механике во всех матчапах там и все такое. С другой стороны, я лично вижу большой рост профессионализма в некоторых, так сказать, точках роста, в некоторых отраслях, что меня точно радует. Соответственно, как-то так. На, соответственно, на тему того, что будет дальше, я вижу только то, что нужно делать какое-то поступательное развитие, посмотреть и получить вот это полезное поражение, которое должно для нас обернуться тем, чтобы мы крепко призадумались и пофиксили все то, что нужно изменить, и, соответственно, шли дальше, поступательно развиваясь. Так, как-то так, господа. То есть, overall, я в целом согласен с тем мыслями, которые выражены в там, видео Сиора на тему того, что это поражение, которое рано или поздно могло случиться, что это и есть признак роста нашего региона, что это и есть признак того, что идет какое-то развитие. В общем, еще бы хотел добавить, конечно, что я благодарен всем, кто нас поддерживает. Это очень приятно. Даже иногда это доходит до каких-то крайних степеней. Спасибо всем, ребят. Это очень приятно чувствовать, что очень многим людям не безразлично то, что ты делаешь и как ты отыгрываешь, и что они следят и волнуются за тебя. В общем, всех люблю. Давайте. Next day will be better.